Всем привет, меня зовут Саша Козерский, и я нахожусь в Москве. Сегодня я хочу вам предложить прогулку по Москве на самокате, потому что я считаю, что город, который идеально создан для самокатов, это именно Москва с ее идеальными дорогами, тротуарами, бесшовными переездами и прочим. Сегодня мы прокатимся по Москве, и я вам покажу те места, в которых прикольно кататься. Попробуем ухватить этот уходящий летний день. И поехали. Давайте я вам быстренько расскажу технические особенности поездки, и мы стартанем. В общем, откуда начинаем поездку? Начинаем со станции метро Павелецкая. Это одна из самых центральных станций Москвы. Вон там находится Павелецкий вокзал. Какой самокат брать? Самокат мы будем брать желто-оранжевый фирмы ВУШ. Если кратко, то это лучшие самокаты среди представленных в России. Момент номер 3. За каждый старт самоката, если у вас нет подписки, с вас будут снимать плюс 50 рублей. У меня подписка есть, поэтому с меня снимают плюс 0. Все вам рассказал, и поехали. Итак, первая точка нашего путешествия – это улица Пятницкая. Чем известна улица Пятницкая? Это одна из самых старых улиц Москвы. Она ведет свое начало с 15 века. И расположилась она вдоль дороги. Вот это была основная дорога из Москвы на юг. Вон туда уходила, в Золотую Орду. И, в общем, это была торговая дорога, по бокам которой выросла улица. В 15 веке она считалась не престижной. Здесь селились мелкие ремесленники и мелкие торговцы. Никакой защиты не было, то есть все кочевники, которые сюда прискакивали, они их спокойно грабили, и жилось здесь не совсем спокойно. Потом Иван Грозный поставил здесь стрелецкий указ, сделали земляной вал. Жить стало поспокойнее, и сюда стали
переселяться купцы и крупные торговцы. С 17 века эта улица развивалась как торговая улица. А чем еще известна улица Пятницкая сейчас? На ней находится самое большое количество баров в Москве, это 15 штук. И, собственно, если повернуть вон туда и пройти 500 метров, там будет Третьяковская галерея, которую, если вы первый раз в Москве, обязательно надо посетить. Ночного огня я
Итак, мы приехали во второй пункт нашего путешествия, и это парк Зарядье. Что такое Зарядье? Это парк около Кремля, очень-очень красивый, где можно просто постоять под березкой, можно погулять среди исторических памятников. Чем он интересен? Тем, что здесь представлены все виды растений всех регионов России. Некоторые находятся на поверхности, а некоторые в каком-то музее, который находится под Зарядьем. Очень красивое место. Рекомендую остановиться и погулять. Брату замуж? Итак, мы с вами приехали на третью точку нашего путешествия на самокате. Это мой любимый район во всей Москве, который называется Китай-город. По Китай-городу можно просто гулять пешком в теплую погоду, и здесь всегда найдется что-то интересное. Собственно, мы приехали посмотреть на район, на монастырь. Вот это женский монастырь Иоанна Предтечи. Но смотреть будем не на сам монастырь, а на его столовую. Если вы проголодались и хотите перекусить вкусно и за недорого, то около женского монастыря Иоанна Предтечи есть вот монастырская трапезная. Здравствуйте. А холодец есть? Заливной из рыбы. Да. Можно? 200 рублей. Можно, пожалуйста, его и чай облепиховый горячий? Хорошо.
Очень вкусный холодец и сок. Всей душой рекомендую. Приходите в столовую, обедайте, ужинайте. И вообще приходите на Китай-город, потому что это самый приятный район в Москве. Итак, мы с вами приехали в еще одно интересное место на Китай-городе. И это место – это особняк одного из самых богатых людей Российской империи – Саввы Морозова. Савва Морозов – это купец, который торговал текстилем и сделал свою фирму абсолютным лидером на рынке России и за рубежом тоже. Кто такой был Савва Морозов? Это был очень интересный человек, продолжатель купеческого рода Морозовых, у которых было свое собственное текстильное производство, заводы, фабрики. Вот. Он уезжает учиться в Кембридж, с отличием его заканчивает, возвращается в Москву, встает во главе семейного предприятия текстиля Никольские мануфактуры и делает его лидером на рынке России. И на мировом рынке текстиля он тоже был одним из топов. Чем еще примечателен Морозов? Тем, что он одним из первых ввел у себя на фабриках полнейший соцпакет для рабочих. У него были высокие зарплаты, у него были декретные отпуска, он строил дома, жилье для рабочих и больницы, отправлял их учиться за свой счет за границу. В общем, люди на предприятиях Морозова держались за место зубами и работали там десятилетиями. В противоположность другим фабрикантам, которые привыкли выжимать из рабочих за копеечку труда на 100 рублей. В общем, Савва жил крайне неплохо, стал одним из самых богатых людей России, и его рабочие тоже жили классно. И он себе смог позволить купить вот такой огромный особняк в самом центре Китай-города. Интересный был человек, а мы едем дальше. Итак, мы с вами приехали в следующее историческое место Москвы, и место это называется Хитровская площадь. Чем известна Хитровская площадь? Тем, что на протяжении 50, а то и где-то 80 и 100 лет это было самое-самое криминальное место Москвы и всей России соответственно. Как так получилось, давайте расскажу. После пожара 1812 года, войны с французами, здесь стояли имения, они сгорают, и вот здесь стоит просто пустырь, который покупает генерал-майор Хитрова.
И он делает здесь рынок, торговые ряды, которые спокойно доживают до 1860 года. В 1860 году отменяют крепостное право, и так как работа в деревнях, соответственно, кончилась, то крестьяне приезжают в Москву на заработки. И куда они приезжают? Они приезжают на Хитровскую площадь, потому что здесь строится дешевое жилье, и на рынке возникает биржа труда. То есть крестьянин приехал в Москву, поселился в дешевую гостиницу, и вот у него рынок, он выходит утром и нанимается на работу. После того, как возникает эта биржа труда, помаленечку, потихонечку, при огромном скоплении бедных людей, которым нечего есть и у которых нет денег, здесь появляется криминал. И Хитровка становится самым злачным местом всей Москвы на протяжении очень долгого времени. Но давайте я вам лучше зачитаю отрывок из книжки Гелеровского «Москва и москвичи» про Хитровку. Дома, где помещались ночлежки, это вот они, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова. В доме Румянцева были 2 трактира: Пересыльный и Сибирь, а в доме Ярошенко – Каторга. Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В Пересыльном собирались бездомники, нищие и барышники, в Сибири степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была Каторга. Притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. Обратник, вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно деловой, встречался здесь с почетом, и его тотчас же ставили на работу. Естественно, на Хитровке никто не хотел работать городовым, потому что кому нафиг нужен такой криминальный участок, на котором постоянно проблемы. И чтобы работать здесь городовым, нужны были сильно неординарные люди. Гелеровский пишет только про 2 людей, которые могли здесь удержаться по 10 и по 20 лет. Кроме них уголовники никого не слушали, и никто не хотел работать. Давайте зачитаю вам еще один отрывочек. Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку и видит. Вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо. «Болдах!» — гремит городовой. И фигура, сорвав с головы шапку, подходит. «Здравствуйте, Федор Иванович». «Откуда?» «Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините пока что». «То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо, мирно, а то...» «Нечто не знаю, мне впервой. Свои люди все». А когда следователь по особо важным делам Кейзер спросил Рудникова: «Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на Хитровке и не арестуешь их? Вот поэтому 20 годов и стою там на посту. А то и дня не простоишь, пришьют». Конечно, всех знаю. Весь этот криминал на Хитровке так и продолжается с 1860-х годов и до прихода советской власти. При советской власти уже становится совсем некрасиво, когда в центре города у тебя творятся такие вещи, и с площади здесь все сносят, чтобы навсегда стереть память о прошлом Хитровки. И становится обычная Московская площадь. Теперь здесь цветочки, сыр, кофе. И ничто не напоминает о бурном прошлом этого места. И пока я снимал этот ролик, на меня неожиданно насрал голубь. Я думаю, это напоминание о том, что хотя старые времена и ушли, но на Хитровке до сих пор надо держать ухо востро.
Итак, мы с вами приехали в следующую точку нашего путешествия, и это улица Петровка, а на ней позади меня находится Высокопетровский мужской монастырь. Чем мне нравятся монастыри? Они мне нравятся тем, что это, по сути, крепости в городской черте, оборонительные сооружения, и так или иначе за свою долгую историю они защищали город от захватчиков. Пойдемте посмотрим. Чем известен Высокопетровский мужской монастырь? Тем, что это один из самых древних монастырей Москвы. Он был построен в XIV веке. И у него есть интересная история. История такая, что когда в 1698 году царевна Софья решает устроить стрелецкий бунт и отодвинуть Петра I от власти, Петра I успевают предупредить, и он быстро уезжает из Москвы и находит убежище свято в Троице-Сергиевой лавре. Вот. Он там пересиживает бунт и обращает его в свою сторону. В общем, стрелецкий бунт распадается, а Петр I с того момента
А в благодарность за предоставление убежища всячески способствует постройке православных монастырей по всей Москве. Он строит полную копию храма из того храма, в котором он нашел убежище от бунта. Я могу ошибаться, но может быть вот это он. А еще здесь находится пирожковая, где есть пирожки, выпечка и прочее. Так что давайте зайдем и попробуем какую-нибудь булочку. Видите, вон то здание, нам надо туда. Мы находимся на Садовом кольце, около главного здания Мегафона. Если проехать ровно 1 километр по прямой туда, там будет станция метро Менделеевская, Новослободская. И на этой станции метро находится центр ночной жизни Москвы, один из. И там располагается профсоюз. Что такое профсоюз? Это 15-20 баров в одном помещении под одной крышей. Так что, если вы ищете, куда ночью сходить в Москве, сходите на станцию метро Менделеевская, Новослободская. А мы с вами едем дальше, и это будет самый долгий участок нашего сегодняшнего путешествия. Мы проедем фактически половину Садового кольца. Поехали! Смотрите, что хочу вам показать. Милицейские машины времен СССР.
Ну да. Мы с вами сейчас приехали в очень интересное место, и место это называется Новоспасский монастырь. Монастыри всегда меня интересуют с точки зрения истории, как военные объекты. Чем монастырь отличается от средневекового замка или крепости? Ответ такой: ничем не отличается. Монастыри всегда строились с расчетом на то, чтобы они могли защищать в случае чего сами себя, и располагались стратегически, чтобы иметь возможность защищать город. Так что Новоспасский монастырь защищал Москву много раз от кочевников, от поляков при польско-литовской войне в XVI веке, и вообще много раз защищал Москву. В Новоспасском монастыре есть собственная трапезная и есть киоски вот сзади меня, в которых продается продукция монастыря. Это и монастырский хлеб, настоящий монастырский квас, всякая выпечка. Короче, очень вкусные вещи, которые стоит попробовать. Пойдемте зайдем и посмотрим, что там продается. Вот можно купить монастырский хлеб.
Очень вкусный морковный кекс. Я его пробовал, вам рекомендую. Пирог пока не пробовал, но сегодня попробую. Очень вам рекомендую монастырский квас. Он настоящий и действительно отличается от покупного и от других квасов. Купил себе морковный пирог и очень-очень вкусный квас. Он на самом деле отличается от всех остальных квасов, которые я пробовал. Так что приезжайте в Новоспасский монастырь, просто погулять, посмотреть на него как на крепость, купить кваса и какой-нибудь пирог домой. А мы с вами едем в следующую точку. Итак, мы с вами доехали до Таганки. Таганка — это, конечно, отличный исторический район, но, к сожалению, я про него ничего фактически не знаю. Поэтому мы с вами поедем дальше, туда, где виднеется сталинская высотка на Котельнической набережной. Вот она. И осталось до нее совсем чуть-чуть. Мы с вами приехали к Сталинской высотке на Котельнической набережной, и это, наверное, одна из самых известных высоток Москвы.
Но, что интересно, показать я вам хотел не ее, а абсолютно замечательное место, которое в этой высотке находится. И называется это место кинотеатр «Иллюзион». Чем хорош «Иллюзион»? Тем, что, во-первых, это исторический памятник, он был построен вместе с высоткой. И второй момент — это то, что дирекция «Иллюзиона» — это фанаты кино, максимально разбирающиеся в кино люди с хорошим вкусом. И ассортимент кинотеатра предлагает вам встречи с режиссерами, показы с пленки 35 миллиметров, шедевры классики восстановленные, современное фестивальное кино и прочее, прочее, прочее. В общем, все, что относится к хорошему кино, оно есть в кинотеатре «Иллюзион». Можете зайти на сайт и посмотреть репертуар этого кинотеатра. Я уверен, что вам понравится. Это совсем не мажорное место, билеты здесь не стоят 1000-1500, а стоят абсолютно так же, как в обычном кинотеатре, рублей 500-600, так что... Одно то, что этот кинотеатр находится в Сталинской высотке, это уже повод его посетить, а то, что у него офигенный репертуар, это еще один повод. Так что «Иллюзион» обязательно посещайте, дирекции кинотеатра огромное спасибо за такой ассортимент. А мы с вами поедем дальше.
Что ж, мы с вами приехали на улицу Пятницкая. Это недалеко от того места, где мы весь маршрут и начинали. И наше сегодняшнее путешествие на самокатах по Москве официально считаю законченным. Я очень рад, что удалось поймать в Москве хорошую погоду, теплые деньки. Как мы видим, лето из Москвы помаленьку уходит и наступает осень. Прежде чем попрощаться, я вам хочу показать еще одно интересное место. И это кофейня. Я хотел показать вам место, где в Москве можно брать недорогой и достаточно вкусный кофе. Чтобы каждый день не отдавать за чашку кофе по 400-500 рублей, заходите сюда, во французские пекарни Сиделицы. Их больше 100 штук в Москве. Берете самый маленький капучино, 200 мл за 150 рублей. И вот за свои деньги это вполне себе неплохой кофе. Вот я взял себе кофеек, и на этом хочу этот ролик закончить. Спасибо вам большое, что смотрели, спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь, рекомендуйте ролики друзьям. Я очень этому рад. И до новых встреч, всем пока!